Всем привет, друзья, с вами Ишхан. Сегодня я взял интервью у Вартана Марашляна, который возглавляет фонд Репат Армения. С их помощью многие армяне из диаспоры обращаются к ним за информационной помощью и по другим любым вопросам касаемо репатриации. Также они занимаются проведением различных форумов, в которых можно побольше узнать о жизни в Армении и многое другое. Мы с ним поговорили о самом фонде, о диаспоре и о их будущих планах. Будет интересно. В Армении живет около 3 миллионов армян. Вне ее намного больше, около 7 миллионов. Многие люди мечтают о том, чтобы собрать всех армян на родине и сделать ее намного сильнее. На данный момент возвращение в Армению не является массовой тенденцией. Некоторые считают, что в Армении сложно найти работу, и найти себя намного проще в США, России или других зарубежных странах. Однако есть люди, которые считают, что это не так. Фонд Репат Армения продвигает идею активной репатриации, проводят форумы, помогают предпринимателям и людям других профессий переехать в Армению, продвигают информацию о жизни в Армении. Гость сегодняшнего выпуска – Вартан Марашлян, исполнительный директор фонда, который также сам активно продвигает идею активной репатриации. Он тоже репатриант, переехал в Армению в 2010 году из Москвы. Господин Марашлян, в первую очередь спасибо за такую возможность к вам прийти. Первый вопрос, который хотел задать, немного о вас. Я знаю, что вы жили в Москве. Как решили переехать и как решили работать с диаспорой в дальнейшем? Хорошо. Спасибо за возможность выступить перед вашей аудиторией. И думаю, что подобные проекты и подобные инициативы сегодня тем более важны. Я родился в Армении, но практически большую часть своей жизни прожил за рубежом, в основном в Москве, порядка 30 лет. Экономист по образованию. В общем-то, школу закончил там, образование получил в России. И работал в основном в сфере коммерческой недвижимости, банковский сектор, международной организации. Переезд в Армению у меня проходил в два этапа. Один раз, когда мне было 24 года, я приехал на 2,5 года, это был 98 год до 2001 года. Сложный этап, интересный и сложный опыт проживания на родине. И тогда я понял, что я еще не готов жить в Армении, но я обязательно сюда вернусь после того, как буду к этому более готов. То есть я уехал, и после этого практически через 10 лет я вернулся уже основательно с семьей, с женой, с одним ребенком. Сейчас у нас 3 детей. И второй переезд уже был связан также со сменой рода деятельности. И несмотря на все сложности, я могу сказать, что я счастливый человек, потому что я живу в своей стране, то есть я живу там, где я всегда хотел жить, и занимаюсь тем, чем я подсознательно хотел заниматься, но сейчас это стало основным смыслом моей жизни и профессиональной деятельности. Занимаюсь вопросами не только репатриации, но и вовлечения диаспоры в развитие страны. Если можно, немножко поподробнее о вашем фонде, чем он занимается. Фонд Репат Армения, он является интересной инициативой, потому что инициирован был снизу, то есть не одним человеком, а 12 человек работали над концепцией, потом создали фонд в 2012 году. Основная цель изначально была содействие тому, что по-английски называется brain gain repatriation, то есть содействие профессиональной репатриации в Армению, то есть людей, с переездом которых поменяется ландшафт Армении и в социальном смысле, в экономическом смысле и в других смыслах. Но в дальнейшем мы расширили это понимание, поскольку для того, чтобы человек переехал, он в первую очередь должен иметь какой-то интересный опыт, правильный опыт с Арменией. Это может быть волонтерство, образование, прохождение практики, стажировки, это может быть реализация каких-то важных социальных бизнес-инициатив и так далее. То есть мы поняли, что мы не можем заниматься только репатриацией, надо заниматься тем, что предшествует репатриации. Поэтому само рождение организации длилось порядка 1,5 лет. То есть концепция, идея началась с того, что давайте создадим сайт, который поможет тем, кто планирует переехать, от тех, кто уже переехал. Но потом мы поняли, что нет, нужно институциональное решение, то есть нужно создать организацию, которая будет профессионально заниматься этим делом, у которой будет персонал, который встречается и работает с каждым репатриантом, который планирует или уже переехал в Армению. Деятельность в основном в 3 направлениях у нас.
Первое – это продвижение идеи репатриации. И надо сказать, что тогда, когда мы создавали, очень многие крутили у виска, говорили, о какой репатриации идет речь, когда коррупция, когда миграция страны, масса проблем. Мы говорили, вы знаете, в любом случае люди переезжают в Армению жить и работать. Мы также переехали, нас никто не ждал, нам никто не помогал. Мы хотим создать систему, которая будет этим людям помогать. Поэтому первый блок вопросов, который перед нами стоял, как продвигать идею репатриации в не очень благоприятных условиях. То есть мы через веб-сайт на английском и русском языках, потому что это два основных языка, которым владеет диаспора, рассказывали интересные истории о репатриации, давали практические советы для тех, кто думает о переезде, проводили Imagine Armenia форумы, очень интересный формат, который мы разработали, уже более 20 таких форумов провели и онлайн, и офлайн, где не только делимся возможностями репатриации через то есть через людей, которые переехали, но и даем предрепатриационные возможности, информируем о программах и так далее. Второй блок – это именно содействие в интеграции. Вот это уже как конкретная работа с людьми. И я очень горд, что у меня хоть и небольшая команда людей, но мы все переехали в Армению из разных стран. На данный момент в составе люди, которые переехали из Сирии, Канады, России, Белоруссии, и вот Рим у нас местный. Здесь родилась, здесь выросла. И мы, во-первых, разговариваем на разных языках, 8 языков. Мы хорошо понимаем ментальность и особенности потенциальных репатриантов или диаспоры из тех или иных регионов. Мы и на западноармянском можем говорить, и на восточноармянском. И поэтому здесь наша работа в основном концентрируется на нескольких направлениях. Помощь с трудоустройством, большинство людей ищет работу в Армении. Поддержка с началом собственного дела, да, и интеграция в более широком смысле. И вот по последнему аспекту, одно из наших достижений, то, что мы создали сообщество репатриантов, это закрытая Facebook-группа, в которой уже почти 10 тысяч человек. И это уже прям практически как автономная экосистема, где любого человека через эту систему мы можем познакомить с людьми из того же города, с той же профессиональной, занимающимися тем же профессиональной деятельностью, или теми, которые решили подобный вопрос. Вот. Это второй блок. И третий блок работы – это более глобальный, это формирование прорепатриационной среды. К огромному сожалению, должен сказать, что при том, что тема и термин репатриации часто используются политиками до 2018 года и после, но по сути мы до сих пор стоим в ситуации, когда нет закона о репатриации, то есть элементарный вопрос, кто такой репатриант, да. Нет четкого определения, нет статистики на эту тему. И надо разработать закон о репатриации. Вот мы сейчас работаем, часть рабочей группы над этим законом. Единственная негосударственная структура, которая вовлечена в официальную рабочую группу по разработке закона. Второе, это более детально понять, все-таки государство что готово предоставлять репатриантам, что и в законе должно прописывать. И третье, надо формировать также прорепатриационное понимание в диаспоре. Потому что сегодня не только в Армении нету прорепатриационной повестки, но и в диаспоральных организациях нет данной повестки. То есть они занимаются разными вопросами, в основном сохранение армянской идентичности в той или иной форме, но Армения как государство, через которое они собираются это делать, или Армения как государство, в которой часть армян должна переехать и жить, такой повестки как таковой нет. Как именно можно к вам практически, то есть с вами взаимодействовать? То есть это до переезда можно, там, скажем, вам написать и получить какую-то информацию, или можно уже когда переехать, прийти к вам в офис и там уже как-то помогут, или у вас есть какие-то специальные программы для репатриантов? Смотрите, мы практически работаем, если не 24 часа, это с натяжкой, можно сказать, 24 часа, но по большому счету через социальные сети мы очень активно и интерактивно отвечаем. Всегда советуем людей обращаться до переезда. Приезжать с пилотной поездкой в первую очередь, в рамках которой мы можем, исходя из потребностей и вопросов, попытаться состыковать людей с правильными людьми. Основная ключевая проблема в Армении – это найти правильных людей, стыковать их друг с другом, чтобы люди смогли формировать решения на основании общения именно с успешными, правильными людьми, в первую очередь. Второе, репатриация не всегда возможна сразу. Она требует определенного планирования, она требует решения определенных проблем, которые невозможно сразу решить. Это тоже касается образования детей, касается экономических возможностей и так далее. Поэтому чем раньше вы начнете процесс, тем ближе будет та дата, когда вы переедете. В-третьих, физический переезд
сегодня также не означает, что вы должны 365 дней в году находиться в Армении. Мы также всячески способствуем, поощряем те формы, когда человек может в год 1 или 2 месяца проводить в Армении, и он постоянно диверсифицирует сферу своей деятельности, он пытается сделать так, чтобы источник доходов был извне, но при этом он работал здесь, чтобы он создавал новые возможности, которые связывают Армению с большим миром. Да? Люди, соответственно, переезжают, скажем, из России, из Америки, имеют бэкграунд в этих странах, там ведут бизнес, не знаю, работают, приезжают сюда и сталкиваются, с какими-то, не знаю, хорошими вещами, плохими вещами. Вот что в основном отмечают в Армении как плюсы и как минусы? Хороший вопрос. К нам в основном обращаются. То есть в год у нас порядка 1000 обращений по вопросам репатриации и интеграции. География, ключевые 6 стран те же, но они периодически меняются местами. Это Ливан, Сирия, Иран, Россия, США, Канада. Вот 6 ключевых стран. С 2018 года был период, когда из России было наибольшее количество обращающихся, потом Ливан. Сейчас, я думаю, что после войны тоже будут определенные изменения. И что важно, что обращаются в основном от 20 до 40 лет. То есть ключевой контингент – это экономически активное население, это ребята или девушки, или семьи с интересным опытом, с интересными идеями, которые хотят переехать, жить, работать здесь. И решение о репатриации, оно состоит из 2 блоков. Первое – это эмоциональное, другое – рациональное. Когда превалирует чисто эмоциональная составляющая, вы сталкиваетесь тоже с определенными серьезными проблемами. Когда чисто рациональная, с другими проблемами. То есть нужно правильно считать эти 2 очень важные компоненты. Мы всегда пропагандируем людей, чтобы они формировали реалистические ожидания по отношению к Армении. Это не значит, что ожидания должны быть низкие. Это означает, что они должны быть реальными. То есть вы должны понимать, что переезд в Армению, адаптация – это не только проблема Армении, но это и ваша собственная проблема. Вы сами должны понять и принять определенные особенности страны, даже те, которые вам не нравятся. И потом уже выстраивать в вашей голове планы, как их, допустим, потихоньку менять, нежели пытаться всех построить под себя. Такое не бывает. Субъективный фактор, к сожалению, достаточно большой. Он также связан вообще с системой образования в диаспоре, где Армения как таковая не представляется как реальная страна, в которую не только можно, но и нужно переехать или какую-то часть жизни провести на родине. Да? И Армения не представляется как ключевой элемент армянской идентичности. Помимо травмы геноцида армян, помимо родного языка, религии, культуры и прочих элементов, которые очень важны. Да? Если у вас в центре вот этой всей вашей конфигурации самосознания армянского нету государственности, идеи национального государства, вся эта система она становится очень шаткой. И ассимиляция именно поэтому происходит, потому что когда нет центра стремительной силы и центра ядра, который притягивает, сложно сохранить свою идентичность за рубежом. Проблемы в основном носят экономический характер, то есть люди в целом более-менее адаптируются, но возможность иметь определенный уровень достатка, не обязательно сопоставимый с тем, который был, но который позволяет поддерживать определенный стандарт жизни, вот это, наверное, ключевая проблема. Второй вопрос образования для детей, адаптации детей, особенно если они в переходный период попали, то есть не 7-8 лет или 6 лет, когда просто, и не 16-17 лет, когда они должны уже в вузы поступать. В-третьих, у людей есть такое ощущение, что вот их все должны встречать распростертыми объятиями, что вот всех их должны ждать, и вообще в целом они приезжают спасать страну. Но важно также понимать, что процессы, которые происходят в Армении, и те негативные явления, которые происходят в Армении, это не результат 2 лет, 20 лет, 30 лет, 100 лет. Это может быть даже иногда результат столетий, тысячелетий. И если вы входите в это поле, если вы собираетесь бежать, то это не 50-метровка, это марафон. Настраиваться на марафон – это одна вещь, настраиваться на 50-метровку – другая вещь. Допустим, я на себе замечал, делал такие засечки, что в целом 3 раза, когда бежишь марафон, у тебя прерывается дыхание, правильно? То есть, в целом у репатрианта возникает 3 раза прерывание дыхания. Из-за того, как он это преодолевает, он либо остается, либо уезжает. Либо уезжает, потом снова возвращается, такие варианты тоже возможны. Первое, это где-то, наверное, месяцев 6-год, когда ты уже не турист, ты начинаешь реально погружаться в действительность ее и начинаешь лучше видеть минусы, да, не только плюсы. Второе, это 2-3 года, среднесрочно, когда ты пытаешься понять все-таки, правильный ли этот поступок
в более долгосрочном смысле для тебя. И последнее – это 8-10 лет. Это когда ты уже хочешь понять стратегически, ты сделал правильное решение или нет с точки зрения будущего своих детей и так далее, так далее. И в целом я скажу следующее, что было бы хорошо, чтобы все армяне, особенно молодые армяне, хотя бы полгода или год своей жизни проводили в Армении. Пожили здесь 6 месяцев, даже если вам кажется, что это вам не очень нравится, что у вас есть вещи, которые вас бесят и так далее, вы потом поймете и почувствуете, в основном так происходит, что без Армении вы жить не можете. В конечном итоге, при всех сложностях жизни в Армении, ключевая вещь, которую репатрианты испытывают, когда приезжают сюда, они приезжают сюда за счастьем. Может быть, здесь сложнее жить, но они здесь себя чувствуют более счастливыми, нежели где бы то ни было в другом месте. Я не живу в хорошей съемной квартире, где все условия обеспечены. Я пытаюсь сформировать свой дом, свою квартиру у себя на родине. Да, что дольше, сложнее, сталкиваешься с массой проблем. Но тем не менее ты понимаешь, что в долгосрочном смысле ты закладываешь будущий фундамент для своих поколений, для своих детей и для своего государства. Иногда слышу такое мнение, что репатриантам из России адаптироваться, переехать и адаптироваться в Армении легче, нежели для репатриантов из других стран, там, США и так далее. Это правда или нет? Я вам скажу интересную и достаточно парадоксальную, на первый взгляд, вещь. Быстрее интегрируются в армянскую действительность американские, канадские армяне, которые даже армянского языка могут толком не знать, либо владеть западноармянским языком, нежели российские, иранские, сирийские. И мне всегда это поражало. Почему? Потому что кажется, что с культурной точки зрения восточная культура, да, вроде как бы советское, постсоветское пространство, а там все-таки восточная культура вроде как бы ближе. Получается, что он не всегда. И здесь несколько причин вот этих разниц. Плюс американской, канадской и вообще западной диаспоры заключается в том, что они привыкли за все бороться там. Они готовы сразу прийти, работать на нескольких местах, они могут работать удаленно, они ищут возможности, они не находятся в пассивной позиции по отношению к ситуации, а в активной позиции. А вот другие страны, которые я обозначил, часто бывает именно пассивная, не всегда, но часто бывает пассивная ситуация. А вот какие условия вы нам предложите, а что вы нам гарантируете? Конечно, подобные вопросы в армянской системе не очень хорошо работают. Ты должен быть проактивным, ты должен использовать все возможности для того, чтобы достичь успеха. Еще одна специфика заключается в том, что, допустим, иранские армяне, сирийские армяне, они привыкли жить немножко такого в гетто стиле. Да? И, соответственно, эту культуру они привносят с собой сюда. То есть пытаются в основном общаться друг с другом, ходить в одни и те же... То есть они формируют в каком-то смысле диаспору внутри Армении, диаспоральные структуры или поддерживают связь. У российских армян другая проблема. У них очень много родственников здесь. Они приезжают, им кажется, что они все знают. Соответственно, с другими репатриантами они мало общаются. И опять-таки вот это немножко проактивность часто не хватает. Хотя, еще раз говорю, у молодых ребят тут еще поколенческая разница есть. Я наблюдаю, особенно после последних событий, сейчас идет всплеск и самоосознание. То есть одновременно идет две тенденции. Одно – это убежать от проблемы и от идентичности тоже. А другая наоборот. Именно погрузиться в это и постараться что-то изменить. Потому что катастрофа, через которую мы проживаем, на самом деле это катастрофа. Да? А она как бы заставляет тебя либо принять вызовы такие, какие они есть, уйти от иллюзий, но при этом положить на это все свои возможные ресурсы, навыки, умения совместно преодолевать проблему, либо просто абстрагироваться, сказать, мне это неинтересно, или я не хочу с этим иметь дело, и просто уйти в сторону. К сожалению, это естественный процесс. Для меня лично это вопрос жизни и смерти. Я не представляю себе ситуации, что я или мои дети, или мои внуки опять вернутся к системе, когда нету национального государства. Вы чувствуете, что имидж переезда в Армению, он вот за вот эти 9 лет, он как-то поменялся? Или какую-нибудь динамику? Да, конечно. Он очень сильно поменялся. Я говорю, мы изначально, когда создавали, это было явно не в тренде, мягко говоря. На переезжающих смотрели как на космонавтов. Я, например, когда переезжал, на меня смотрели так, как будто я собираюсь на Луну полететь. Была масса людей, которые пытались отговорить. Благодаря тому, что уже сотни, тысячи людей переехали, и у людей есть возможность через социальные сети и так далее все это видеть. У многих уже знакомые переехали. И часть из них состоялись в Армении. Слава Богу, это решение уже не дается так тяжело. Мы с супругой, когда думали о переезде и рассматривали эту возможность, думали где-то порядка 2 недель. Я помню, Эмма села, мы составили такой
список за, против, что-то дебатировали, рассказывали, обсуждали, и потом на какой-то день она взяла этот список, порвала и сказала: все, надо ехать. Есть возможность, неважно, что там совсем другие перспективы, смена сферы и так далее. Вместе с пандемией, которая, конечно, создала массу проблем для всех, но она сформировала еще другую особенность, которая для Армении может быть тоже критически важна. Сейчас колоссальное количество работ будет на удаленной базе. И это вдвойне хорошо для страны. Почему? Потому что вы расширяете экономические возможности для страны, у которых эти возможности достаточно ограничены. И скажу, что несмотря на то, что число репатриантов в целом в Армении не очень велико, но их вклад в развитие Армении очень серьезный. Посмотрите, виноделие, туризм, образование, сфера высоких технологий, медицина, профессиональное сельское хозяйство. Практически в любой сфере, где вы видите инновации, вы увидите, что репатрианты, они как бы на острие атаки. Армению часто сравнивают с Израилем, да, и в вопросах диаспоры тоже. Уверен, вы изучали их опыт. Вот как вы думаете, что у них из их опыта можно взять к нам? Это разные абсолютно модели, разные страны, модели развития. У них есть очень сильные стороны, есть очень слабые стороны. И у нас тоже. По большому счету, можно сказать, что Израиль был создан диаспорой. И лидеры диаспоральных структур вошли в состав первого правительства Израиля. Этим зачастую была обусловлена совсем другая модель взаимодействия. Нету картины большой, видения, каким мы хотим видеть армянский мир к 2050 году, например. И что нужно сделать для того, чтобы и нация, и государство состоялись и решили экзистенциальную проблему. Экзистенциальную проблему с нас никто не снимал. Да, поскольку нет этого видения, соответственно, нет и понимания, что для этого нужно сделать. Потому что если ты хочешь диаспору вовлечь в развитие страны, ты должен поделиться с ней экономической и политической властью для того, чтобы получить и ресурсы, и знания, и навыки по полной программе. Этого, к сожалению, не было и сегодня нет. Я надеюсь, что этот шок в первую очередь будет способствовать совсем другому формату взаимоотношений диаспоры со страной. Потому что без Армении диаспора пропадет, она ассимилируется и крупными темпами. И наоборот, Армения без диаспоры тоже не сможет существовать. Она не сможет решить экзистенциальных проблем сугубо своими ресурсами и эволюционным путем. Без ресурсов невозможно решать серьезные проблемы. Будь то репатриация, будь то укрепление обороноспособности армии, будь то образование, будь то, я не знаю, сельское хозяйство, будь то концепция нация-армия и так далее. Они все требуют серьезных ресурсов. Поэтому, если мы выйдем вот из этого порочного круга, в котором наш народ пребывает долгое время, сформируем правильную повестку, причем эту повестку должно формировать не только государство, и говорить, представлять это диаспоре, говорить: вот моя повестка, подключайтесь, хотите или не хотите, сами решите. Это двухсторонняя дорога. У евреев, я уже сказал, основная специфика в том, что, во-первых, этот формат взаимоотношений был выстроен, он далеко не всегда идеален. Второе, Израиль постоянно, и в этом наша есть схожесть, решает экзистенциальную проблему. Вне зависимости от степени своей развитости он всегда себе напоминает о том, что вопрос быть или не быть актуален. Для армян, к сожалению, этот вопрос замыливается, и вот мы сегодня встали перед катастрофой именно в частности потому, что в реальности мы не представляли угроз, и постоянно себя надо мотивировать, чтобы работать не на 5% возможностей. Мы талантливая нация, но у нас низкое КПД достаточно в использовании своего таланта. А постоянность, интенсивность и умение сочетать интересы и совместно реализовывать крупные проекты – это то, чего нам не хватает. Я знаю, что у вас есть очень интересная фотостудия. Можно просто очень коротко об этом? Это проект моей супруги. Это тоже, кстати, интересный пример того, как человек, который занимался совсем другим в России, а у меня фармаколог-провизор, переехав в Армению, не сразу, через какое-то время, пришла к идее воссоздания не только семейной фотографии, но и фотографии в армянских традиционных костюмах. Здесь важное сочетание нескольких вещей. Во-первых, надо реально верить в то, что вы делаете. Во-вторых, надо в это дело реально вкладывать и душу, и ресурсы. И если можно, поделитесь, пожалуйста, вашими планами на будущее вашего фонда. Вы продолжаете работать в штатном режиме или есть какие-то другие интересные проекты сейчас? Понимаете, война и сегодняшняя ситуация
требует того, чтобы штатный режим, невозможно продолжать работу в штатном режиме. Мы сейчас как фонд обсуждаем, как мы можем модернизировать программы. Основные ключевые программы мы в любом случае оставим, то есть то, что мы поддерживаем репатриантов, но больше, значительно больше ресурсов и времени мы постараемся потратить на то, чтобы помочь масштабировать те важнейшие инициативы, которые есть в Армении, не наши инициативы, которые направлены на решение вопросов безопасности страны и вовлечение диаспоры в решение этих вопросов. Будь то программы волонтерства, образования, будь то программы поддержки в инициативах, связанных с высокими технологиями, в частности в ВПК, будь то вопросы, связанные с военной подготовкой, военно-патриотическими программами и так далее. То есть нам нужно масштабировать. Вообще моя мечта заключается в том, чтобы Армения превратилась в такую страну, через которую ежегодно проходит 500 тысяч армян. Через программы. Допустим, 50 тысяч армян приезжают учить западный или восточный армянский язык. 20 тысяч армян проходить обучение в армянских вузах. 100 тысяч армян приходят проходить через военно-патриотический курс. Это поможет нам решить и вопросы экономического развития страны, и вопросы сохранения идентичности. Сохранение, причем плохое слово. Сохранение всегда означает поражение. Нужно развивать идентичность, невозможно сохранять. Сохранять это лишь вопрос времени, когда вы ее потеряете. Поэтому от вот этих закрытых схем надо переходить к экспансии. Экспансия должна быть во всем. То есть 500 тысяч армян в год по правильной программе, что означает и индустрию, означает и правильный обмен идеями, мыслями и ресурсами, реально может полностью поменять картину будущей Армении и будущей диаспоры. Все надо менять через прецедент. Если вы приехали, вы должны доказать себе и окружающим, что это правильное решение, да, и потом создать возможности для переезда других людей. Спасибо огромное за эту интересную беседу. Я надеюсь, что для многих это будет позитивным примером и таким вот толчком к действию конкретному. Спасибо.